Дорогие слушатели, для вас публикуется новая книга. Поддержите наш канал подпиской и лайком. Приятного прослушивания. Умирать, если кто не пробовал, дело в целом неприятное, но короткое. По крайней мере, у меня так вышло. Сначала сердце решило, что с него хватит, потом вокруг засуетились лица, знакомые и перепуганные, как куры во дворе. Потом кто-то плакал, а кто-то уже медленно делил сервант. Все как у людей. Я бы и сама на их месте, может, делила. Сервант хороший был. Еще меня пережил бы лет на 30. А потом стало тихо. Некрасиво тихо, как в книжках любят писать, мол, свет, покой, зов предков и всякая такая возвышенная чушь. Нет, просто тихо. Будто кто-то захлопнул дверь в шумную комнату, а ты осталась по ту сторону, где нет ни сквозняка, ни голосов, ни обязательств. Я, признаться, даже обрадовалась. 75 лет, между прочим, это не шутки. К такому возрасту человек имеет полное право никуда больше не бежать, никого не мирить, никому не объяснять, что картошку нельзя хранить в сыром подполе, если хочешь есть ее зимой, а не смотреть, как она зацвела и решила стать самостоятельной формой жизни. Я уже настроилась на заслуженное небытие, и тут меня бесцеремонно швырнуло в холод. Вот, просто так. Ни тебе приветствий, ни пояснений. Я открыла глаза и первым делом поняла, что лежу не в постели и не в гробу, слава всем разумным силам мироздания. Подо мной была земля, мокрая, жесткая, от которой тянуло сыростью и такой тоской, что даже покойники должны были возмутиться. Вторым делом я поняла, что на мне чужая одежда. А третьим, что кто-то орет: «Она жива!» Голос был мужской и очень радостный, будто не человека нашли, а последний кусок копченого мяса. Я моргнула. Надо мной качалось серое небо. Не мое. Это я поняла сразу. У нашего неба, как ни крути, характер знакомый. А это было какое-то тяжелое, низкое. Слева возникло лицо. Молодое, грязное, синяк под глазом. Волосы светлые, прилипли к колбу. Глаза серые. Красивый, отметила я автоматически. Потом вспомнила, что я, кажется же, умерла. А потом окончательно рассердилась. «Ты меня слышишь?» — спросил парень. Я попробовала ответить и услышала собственный голос, тонкий и молодой. «К несчастью, да», — сказала я. Парень отшатнулся. Справа кто-то нервно фыркнул. Я повернула голову и увидела девицу лет 16, не больше, худую, как голодная кошка, с острым носом и взглядом человека, который привык кусаться первым. Чуть дальше сидела еще одна, постарше. Итого один битый красавец, одна колючая соплячка и одна затравленная женщина. Чудесно. Судя по обстановке, меня определили не в рай. Я приподнялась на локтях. Тело отозвалось легко, даже слишком. Ни тебе ломоты в пояснице, ни прострела в колени. Я застыла, а потом быстро подняла руку к лицу. Пальцы были тонкие, кожа гладкая. Потрогала щеку, она была упругая. Мне это не понравилось. «Ой», — сказала тихая женщина. «Что «ой», — огрызнулась я. «У тебя лицо стало какое-то другое. А было лучше?» Она заморгала. «Я не это имела в виду, а я это». Парень присел рядом. «Ты головой ударилась?» Я посмотрела на него с тем выражением, с каким раньше встречала сантехников, обещавших «сейчас быстренько посмотрю», а потом разбирающих полкухни. «Молодой человек, если бы я головой не ударилась, с какой радости я валялась бы в грязи среди незнакомцев?» Девчонка хмыкнула. Парень нахмурился. «Я не молодой человек». «Поздравляю. Это многое объясняет». Он открыл рот, потом закрыл. Вид у него был такой, будто в споре он привык побеждать одним фактом своего существования. А тут вдруг наткнулся на досадное недоразумение в виде меня. Тем лучше. Я села и огляделась.
телега, перекошенная на один бок, 2 лошади, узлы, мешки, корзина, колея, уходящая вдоль голого тракта. Вдали на пригорке темнели какие-то низкие шатры или повозки, составленные кругом, лагерь, видимо. Погода была из тех, что делают человека философом против его воли. Я глубоко вздохнула. Воздух пах дымом и дорогой. Настоящей дорогой, без асфальта, без автобусов, без аптек на каждом углу. И без возможности вызвать кого угодно, чтобы он решил твои проблемы за деньги. «Где я?» – спросила я. Тихая женщина с парнем переглянулись. Девчонка закатила глаза. «На тракте», – сказала она. «Спасибо, милая, без тебя я бы решила, что на балу». «Какая ты язва!» «Это я еще вежливая». Парень потер переносицу. «Ты не помнишь?» Я посмотрела на него внимательно. Он был уставший, продрогший и явно держался из последних сил. Рука перевязана кое-как, куртка хорошая, но порвана на плече. Не крестьянин, но и не Борчук из тепличных. Привык работать, просто не всегда руками. Женщина была рядом бледная, лицо милое, но убитое бедой. А девчонка сидела так, будто в любой момент готова была бежать. Прекрасная компания. «Я помню, что умерла», — ответила я честно. Девчонка прыснула первой. «Вот это я понимаю. Начало знакомства». Парень уставился на меня. «Что ты сказала?» «То, что слышал. Я умерла, лежала тихо, никого не трогала. Потом открыла глаза и увидела вас. Уже жалею». Женщина побледнела еще сильнее. «Не говори так». «А как говорить?» Парень отодвинулся. Похоже, решил, что я тронулась умом. Что ж, для первого впечатления это даже удобно. От сумасшедших обычно держатся на расстоянии. А мне как раз хотелось подумать. Я опустила взгляд на себя. Платье грубое, темное, руки молодые, ноги тоже. Волосы тяжелые, длинные. Я сжала зубы. Значит так. Либо я окончательно сошла с ума в момент смерти и теперь вижу, что попало, либо действительно очнулась в чужом теле, в чужом месте и в чужой жизни. И если это так, то у мироздания имеется какой-то очень странный юмор, потому что второй шанс я себе представляла иначе. Хотя, если уж совсем откровенно, я его вообще не заказывала. «Как тебя зовут?» – спросила тихая женщина. Вот вопрос. Я чуть не ответила сразу, но вовремя остановилась. Если у этого тела была своя хозяйка, имя у него наверняка тоже имелось. Только я его не знала. Очень неудобно. «Нина», — сказала я после паузы. Это хотя бы было правдой. Женщина кивнула, будто сверялась с чем-то в памяти. «Да, Нина». «Ах, вот как. Значит, повезло или нет, это как посмотреть. А вас?» Парень ответил первым. «Марк». Тихая женщина сказала «Лада», а девчонка вскинула подбородок. «Тисса, и если ты опять начнешь разговаривать, как старая ведьма, я уйду». «Если ты уйдешь в такую погоду без плаща, то далеко ты не уйдешь», — сказала я. Она сощурилась. «Ну вот, опять. Радуйся, что я не кусаюсь. Пока». «Нам надо двигаться», — сказал Марк. «Куда?» — спросила я. Он показал в сторону лагеря на пригорке. «К варгам». Слово прозвучало так, будто ничего хорошего оно не означало. «А кто это такие?» — спросила я. Тисса посмотрела на меня с недоверием. «Ты точно головой стукнулась?» «Не тяни, детка». Лада нервно облизнула губы. «Это люди без земли. Кто с обозом живет, кто со скотом, кто сезонной работой. Оседлые их не любят». «Оседлые вообще мало кого любят, кроме себя», — заметила я. Марк бросил на меня быстрый взгляд, вроде как оценивающий. «Нам хотя бы можно там переждать ночь». А потом он промолчал. «Понятно. Плана у нас не было. Великолепно. Я умерла и попала прямиком в компанию людей, у которых нет ни дома, ни денег, ни крыши над головой. То есть снова в семью». Я медленно поднялась на ноги. Земля качнулась, но тело удержало. Молодое, сильное,
Даже обидно. Столько лет ждешь, когда суставы перестанут жаловаться, а получаешь это только после смерти. Тиса уставилась на меня. Ты чего? Стою. Зачем? Чтобы не лежать. В моем опыте это следующий логичный этап. Марк едва сдержал смешок. Уже неплохо. Если самый мрачный мужчина в компании начинает понимать юмор, значит, жить будем. Тяжело, скверно, с перебоями, но будем. Я сделала шаг к телеге и тут же заметила, что колесо сидит криво. «И давно так?» – спросила я. «После ямы», – ответил Марк. «После ямы у вас, я смотрю, многое случилось». Он нахмурился. «Нас ограбили». «Понятно». Я присела возле колеса, потрогала ось, оглядела крепеж. Руки сами вспоминали. Не потому, что я в прошлой жизни вазы чинила. До такого мои покойные родственники все же не догадывались меня довести. Просто если долго живешь с мужчинами, детьми, дачами, сараями и вечным сейчас сделаем, невольно начинаешь понимать, что именно никто не сделает, если не ткнуть пальцем. «Веревка есть?» «Что?» – спросила Тиса. «Веревка, пруд покрепче. Хоть что-то есть?» Марк кивнул. «Есть». «Тогда не стой столбом». Через четверть часа мы уже были заняты делом. Точнее, они были заняты делом, а я распоряжалась. Что в большинстве человеческих мероприятий и есть самый разумный способ участия. Марк притащил веревку и короткую деревянную жердь. Тиса полезла в мешки. Так ловко, будто половина этих мешков была не ее, а добыта в честной борьбе с прежними владельцами. Лада держала лошадей и все время тревожно озиралась на лагерь. «Нас там не прогонят?» – спросила она. «А если прогонят, ты предложишь ночевать под дождем?» – ответила я. «Нет». «Тогда перестань заранее бояться всех вариантов сразу. Выбери один и страдай по очереди». Тиса фыркнула так громко, что чуть не уронила мешок. «А ты точно девка?» Я выпрямилась и посмотрела на нее. «Нет, конечно. Я дух хозяйственного учета. Явилась проверить, почему у вас телега разваливается, а у людей лица такие, будто им всем кто-то должен». Марк кашлянул в кулак, прятал смех. Умный мальчик. Через некоторое время колесо держалось уже приличнее. Не на века, но до лагеря дотянет. Я вытерла руки о подол и оглядела свое войско. Да, именно войско. Потому что любая группа несчастных без руководства – это толпа. А толпа, если ее вовремя не организовать, очень быстро начинает делать глупости, плакать и жрать запасы без счета. «Слушайте сюда», – сказала я. Они замолчали. «Сейчас идем в лагерь, и говорю в основном я. Вы не врете, не ссоритесь и не строите из себя обиженных аристократов». Марк вскинул брови. «Это ты мне?» «Если узнаешь себя в описании, значит тебе». Тиса хихикнула. «Дальше. Если там можно купить еду, мы сначала едим. На пустой желудок люди склонны или рыдать, или геройствовать. И то, и другое бесполезно. Потом мы сужимся. Потом считаем, что у нас осталось, а потом решаем, как жить». «А ты, выходит, уже решила?» – спросил Марк. «Я решила главное». «Что?» «Что во второй раз умирать сегодня не стану». Он выдержал мой взгляд, потом коротко кивнул. Хороший знак. До лагеря мы добрались уже к сумеркам. Подъем оказался грязным, скользким и совершенно неприспособленным для людей с достойным прошлым. Впрочем, у меня теперь было молодое тело, так что возмущаться пришлось молча. Лагерь варгов встретил нас без восторга. Пахло дымом, мокрой шерстью, кислой похлебкой и людьми, которым слишком долго было не до чистоты. Повозки стояли кругом. Между ними натянуты полотнища. Костры чадили, дети носились босиком по грязи. Женщины смотрели настороженно, мужчины еще более настороженно. И правильно делали. Времена такие, что лишний рот никому не в праздник. Навстречу нам вышел высокий широкоплечий седой мужик в кожаном плаще. «Кто такие?» «Путники», — ответил Марк. «Вижу, что не рыбаки. Чего надо?» «Переночевать. Колесо сломано. Нас ограбили».
Седой окинул нас взглядом и задержался на мне. О, знаю я этот взгляд. Юная девица, мокрая, грязная, неизвестно чья. Рядом трое подозрительных. В лучшем случае неприятности. В худшем еще и лишние расходы. Он уже собирался отказать, я видела. Поэтому шагнула вперед. Нам нужен огонь, вода и угол до утра. За это мы заплатим работой или вещами. Не бесплатно. А ты кто такая? Нина. А муж твой где? Отчитываться перед вами пошел, видимо, да заплутал. Тиса рядом тихо подавилась воздухом. Марк кашлянул. Лада в ужасе уставилась на меня, как на человека, который добровольно сел на муравейник. Седой прищурился. «Острая!» Жизнь точила. Он еще несколько мгновений молчал, потом крикнул куда-то за плечо. «Хельма!» Из темноты показалась пожилая женщина, сухая, как прошлогодняя ветка. «Чего?» «4 к пустой повозке до утра, потом посмотрим». Я мысленно выдохнула. Хельма смерила нас взглядом, при котором молоко должно было скиснуть прямо в корове. «Этих?» «Этих». Она остановилась на мне. «А это чего таращится?» «Потому что счастлива вас видеть», — ответила я. Хельма хмыкнула. «Врешь». Зато вежливо. Она неожиданно усмехнулась уголком рта. Вот и прекрасно, значит, не все потеряно. Нас провели к старой повозке у края лагеря. Внутри было тесно, пахло сеном, пылью и прежними жильцами. Но крыша не текла, уже роскошь. Лада сразу села и закрыла лицо руками. Тиса забилась в угол. Марк прислонился плечом к борту и, наконец, позволил себе усталость. Я опустилась на сено. Некоторое время все молчали. Потом Тиса спросила в темноте. «Ты всегда такая?» «Какая?» «Будто тебе 100 лет, и тебя уже ничем не удивить». «Нет, иногда меня еще удивляет человеческая глупость, но редко». Марк усмехнулся. Лада опустила руки. «Мне страшно». Я посмотрела на нее. Молодая совсем. Из тех женщин, которые сначала молчат, потом терпят, а потом ломаются. «Мне тоже», — сказала я. Она удивленно моргнула. «Правда?» «Конечно. Я просто давно знаю, что страх не освобождает от дел». Повисла тишина. Хорошая такая, рабочая. Где-то снаружи трещали дрова, кто-то ругался у костра, плакал ребенок. Лагерь жил своей жизнью, тяжелой, бедной, в которой никому не было дела до того, что я умерла старухой, а проснулась девчонкой. И, может быть, это было даже к лучшему. Потому что пока никто не лезет мне в душу, можно заняться более важным. Например, выжить. И я устроилась поудобнее, закрыла глаза и подумала, что если уж судьба решила подсунуть мне вторую молодость, то могла бы хотя бы приложить мне теплое одеяло, нормальный ужин и инструкцию. Но она, видимо, решила, что я и сама разберусь. Ну что ж, она была права. Проснулась я от того, что кто-то снаружи ругался так смачно, будто лично отвечал за все беды этого мира. Некоторое время я лежала с закрытыми глазами и вспоминала, где я, кто я и за что мне все это. Спина не болела, колени не ныли, но в повозке было холодно. Пахло сеном, чужими людьми и бедностью. Тиса уже не спала, сидела у самого выхода, обхватив колени, и смотрела наружу. Марк тоже проснулся. Лада дремала. Я потянулась и невольно замерла. Молодое тело отозвалось так легко, что стало даже досадно. Нет, вы не подумайте, что я была против. Просто обидно, когда суставы начинают работать прилично, уже после того, как ты официально закончила земное существование. Снаружи опять рявкнули. Я откинула полог и выглянула. Утро было серое, сырое и злое. Лагерь уже жил. Дым поднимался от костров, женщины таскали воду, дети носились между повозками, мужики возились у скота. Все бы ничего, если бы не общий вид. Вещи разбросаны, помои сливают где придется, посуда валяется, собаки шныряют. У очага 3 хозяйки и ни одной главной. Я посмотрела на это безобразие и почувствовала хорошо знакомое движение души. Это был не гнев,
Это была тяга к порядку. Появилась Хельга. Та самая, сухая и недовольная, как старая печь перед растопкой. Проснулась. А ты, я вижу, и не ложилась в хорошем настроении. Я в нем не ложусь уже лет 20. Понимаю. У меня, правда, было наоборот. Я сначала жила и потом только поняла. Хельга смерила меня взглядом. Ты странная. Это вежливая формулировка или уже диагноз? Пока наблюдение. Идем. Если хочешь есть, помогай. Это было самое разумное предложение за последние сутки, так что я пошла. У большого костра 3 женщины спорили над котлом. Одна солила, другая отбирала ложку, третья уверяла, что если варить дольше, похлебка станет гуще. Я заглянула в котел и поняла, что гуще она станет только в том случае, если половина лагеря немедленно испарится. «У вас крупа есть?» – спросила я. «Тебе зачем?» – насторожилась одна. «Чтобы не кормить людей подкрашенной водой. Это наш котел. Я вижу. Он тоже, кажется, страдает». «А ты кто такая?» «Гостья. Но если у вас гостей принято травить недоваренной кашей, я могу потерпеть до вечера». Хельма сказала. «Это Нина. Язык у нее дурной, а голова, похоже, рабочая. Давайте посмотрим». Мне вручили мешочек крупы, лук, щепотку соли. Я молча отодвинула одну спорщицу, велела другой нарезать лук и через полчаса знала уже 2 вещи. Первое. Здесь умеют выживать, но не умеют беречь силы. И второе. Если я проживу в этом стане неделю и не влезу в чужое хозяйство, меня нужно будет хоронить повторно, от тоски. Когда похлебка наконец пошла по мискам, люди попробовали и сначала замолчали, а потом начали есть быстрее. «Ты где так научилась?» – спросили. «Жила долго. По тебе не скажешь. Это и к лучшему». К полудню я уже знала, кто в стане главный, кто ленивый, кто шумный, кто ворует, кто тащит все на себе и кто скоро свалится от усталости, но продолжает улыбаться. Люди вообще удивительно охотно рассказывают о себе тем, кто умеет слушать и вовремя вставляет правильные замечания. Старосту звали Варен. Он подошел сам, когда увидел, что у его костра чужая девка распоряжается как дома. Высокий, седой, плечистый, глаза усталые, руки сильные. «Ты новая. Это трудно скрыть. И, смотрю, уже везде суешься. У вас без этого никто не справляется. Острая. В сытости люди становятся мягче. Позже проверьте». Хельма за спиной пробормотала. «Я же говорила». К вечеру я знала лагерь лучше, чем некоторые его обитатели. Не потому, что я какая-то особенная. Просто если человек половину жизни прожил в режиме «кто опять забыл закрыть сарай», глаз у него уже натренирован. А здесь весь стан был как большой запущенный двор, где все устали, все обижены, и каждый уверен, что виноват сосед. Повозок было около 30. Старики, дети, вдовы, 2 раненых мужчин, 3 совсем юных парней, несколько матерых теток, на которых, по-хорошему, и держался весь этот мир. Было немного овец, 4 коровы, пара рабочих лошадей, козы, куры и вечная нехватка всего. От соли до сухих сапог. У каждого своя беда. У кого долг, у кого дом сгорел, у кого земля ушла в чужие руки, у кого хозяин поднял оброк так, что дешевле было уйти. Варги, как я поняла, не были народом по крови. Их сделали варгами. Сначала отобрали опору, потом назвали бродягами, а дальше уже все делают вид, будто так и родилось. Тиса таскалась за мной весь день на почтительном расстоянии. «Чего смотришь?» – спросила я, когда поймала ее в очередной раз. «Ты ведешь себя как хозяйка». «Нет, милая, как человек, который не хочет умереть от чужого бардака». «Ты правда не помнишь, что было до тракта?» Вот с этим было интересно. От прежней Нины, то есть нынешнего тела, мне досталось немного. А обрывки ощущений, какие-то тени лиц, страх перед криком мужчины, привычка вздрагивать от резких движений.
Внятной памяти не было. И, если честно, я не рвалась ее откапывать. У меня и своей жизни хватило бы на несколько человек. «Я плохо помню», — сказала я. «А что?» «Просто ты так говоришь, будто тебе все равно». «Нет, мне не все равно. Просто если сесть и рыдать, ничего не прибавится. Ни памяти, ни каши. У тебя все к еде сводится». У голодных людей всегда все к еде сводится, а у сытых уже к любви, политике и тонким душевным вопросам. Она задумалась. Видно было, что эта мысль для нее новая. А к закату меня позвал Варен. Он сидел у своей повозки, чинил ремень сбруи и смотрел на лагерь так, как смотрят на старое дерево. Любишь, ругаешь, но бросить не можешь. «Садись», — сказал он. Я села на перевернутое ведро. «Откуда ты?» — спросил Варен. «Если бы я знала». «Не шути». «А я не шучу. Я очнулась на тракте. Нас ограбили. Куда идти не знали. А до этого у меня все как в тумане». Он помолчал, разглядывая мое лицо. «Ладно», — сказал он, — «а эти трое?» Марк торговый, Лада запугана, но не пустая внутри. А Тиса либо станет человеком, либо прирежет кого-нибудь к 16, если вовремя ею не заняться. Он кашлянул, скрывая смешок. «А ты, выходит, уже всем оценки поставила». «Я старая женщина». «По тебе не видно». «Вы все заладили одно и то же, будто это я виновата». Он нахмурился, потом спросил тише. «Старая?» «Была». Несколько мгновений мы молчали. «Ладно», — сказал он наконец, — «не хочу знать, что это значит, пока ты здесь не лезешь в драки и не поднимаешь людей против меня». «Если вы не будете делать глупостей, мне поднимать никого не придется». «А если буду?» «Тогда посмотрим по обстоятельствам». Староста вздохнул так, будто перед ним сидела не девица, а сборщик налогов. «Ты опасная». «Да нет, я хозяйственная. Это гораздо страшнее». Тут он все-таки усмехнулся. А потом я спросила то, что крутилось у меня в голове весь день. «А чья это земля?» Улыбка исчезла. «Формально дома Ордаль, а на деле спорная. Старый хозяин умер, наследство делят. Нам разрешили стоять до конца лета. Дальше могут погнать». «Когда конец лета?» «Через 6 недель». Я посмотрела на лагерь, на детей у костра, на женщин, штопающих одежду при плохом свете. 6 недель. Для людей с домом это немного, а без дома это как срок приговора. А зимой куда? Варен пожал плечами. Куда придется. Это была не храбрость. Это была усталость человека, который слишком долго выживает и уже не имеет сил даже мечтать. Во мне поднялось злое, знакомое чувство. Так у меня бывало в прошлой жизни, когда кто-нибудь говорил: «Ну, как-нибудь само решится». А я уже видела, что если сейчас не сесть, не посчитать и не взять за шкирку 3 бездельников, через месяц мы будем под дождем. «Само не решится», — сказала я. «Знаю». «Значит, надо думать». «О чем?» «О том, чем вы полезны тем, кто считает вас обузой». Он долго молчал. «Люди без земли полезны только как дешевая рабочая сила». «Неправда. Полезны еще как временные арендаторы, погонщики, поставщики шерсти, сушеного мяса, молока и рабочей силы, которая не разбегается, если ей есть что терять». «Ты откуда такая?» «Из жизни, Варен, из долгой и упрямой жизни». Он не ответил, только в глазах у него появилось то, чего днем не было. Интерес. Вот и хорошо. С интереса обычно начинаются большие неприятности, а еще перемены. Если хочешь увидеть, кто в лагере тебя ненавидит, предложи новые правила. Наутро я это проверила опытным путем. Началось все с воды. Точнее, с того, что чистую воду таскали в тех же ведрах, в каких мыли тряпки, а помои сливали в 10 шагах от детских лежанок. Я постояла, посмотрела и сказала Хельме: «Так у вас половина детей к осени с лихорадкой ляжет». «Они и так ложатся». «Вот именно.
Через час я уже рисовала палкой на земле то, что любой приличный человек называл бы планом, а любой уставший назвал бы очередной блажью. Здесь чистая вода, здесь стирка, здесь помои, здесь место для разделки мяса. Скоту туда не ходить, детям сюда не лезть. А скот у нас читать умеет? Спросил один из мужиков. Нет, зато ты умеешь, или притворялся до сих пор. Мужики заворчали, но послушались. Потом пришла широколицая баба по имени Рада и заявила, что я чужая, а потому командовать не имею права. Это было разумно с ее стороны и глупо с практической. «Правильно», — сказала я. «Тогда ты командуй». «Как? Чем?» «Да вот всем. Воду раздели, детей отгони, место под золу выбери, 2 девок на сушку тряпья поставь и сделай так, чтобы к вечеру никто не орал у костра». Она молчала. «Не хочешь? Тогда давай не мешай тем, кто готов». Рада посмотрела на людей вокруг. Те очень старательно отвели глаза. Нести ответственность никто не рвался. Удивительное человеческое свойство. Порычать готовы все, а отвечать потом пусть кто-нибудь другой. «Ладно», – буркнула она, – «но если староста спросит...» «Скажешь правду. Пришла бешеная девка и всех замучила здравым смыслом». К полудню у нас были отдельные бочки, помойная яма, куча золы в одном месте и дети, которым запретили бегать босиком возле разделки туш. Запрет, конечно, подействовал плохо. Тогда я посадила Тису следить за малышней. Велел выдавать нарушителям подзатыльники словом, а не рукой. «Почему я?» – возмутилась она. «Потому что ты быстрая, злая, и тебя и так боятся». «Я не нянька». «Нет, но ты старшая, привыкай». Она сначала оскорбилась, но через 2 часа уже орала на мальчишек не хуже родной матери. Лада тем временем оказалась полезной тихо. Она прекрасно штопала, аккуратно складывала припасы и помнила, кому что выдали. Я дала ей тряпицу и велела отмечать узелками остатки круп, муки, соли и сушеных трав. «Я никогда так не делала», – прошептала она. «Значит, пора начинать. Если люди не знают, сколько чего у них осталось, у них всегда все заканчивается раньше времени». Она кивнула и впервые посмотрела не в землю, а на меня. Под вечер прибежал Марк. «Тебя ищут». «Опять хоронить собрались или уже благодарить?» «Наследник приехал». «Ну вот, судьба решила не затягивать». Я вытерла руки и пошла к краю лагеря. Там стояли 4 всадников. 1 постарше, 2 вооруженных, и между ними молодой мужчина на гнедом коне. Тот самый. Лицо тонкое, светлые волосы собраны на затылке, взгляд холодный. Варен разговаривал с ним ровно и глухо. «Нам же обещали до конца лета». «Вам ничего не обещали письменно», — ответил молодой человек. Голос был спокойный, а это хуже крика. «Мой дядя позволил вам стоять здесь временно. И мы стоим временно. Временное подходит к концу». Я подошла ближе. Молодой человек перевел на меня взгляд и на миг замер. Очень кратко, но я заметила. «Да, милый, привыкай. Твою неприятность зовут Нина». «А вы, видимо, тот самый конец», — сказала я. Варен тихо выдохнул сквозь зубы. Один из вооруженных усмехнулся. Молодой наследник посмотрел на меня так, будто в его мире девицы не должны были вмешиваться в разговор взрослых мужчин. «Прекрасно. Значит, я ему уже не нравлюсь». «А вы кто?» – спросил он. «Человек, который хочет понять, зачем разорять лагерь до жатвы, если он может приносить доход». Наследник приподнял бровь. «Доход? Представьте себе». Он посмотрел пристально и недобро. «Представьте себе еще и то, что я не веду хозяйственные переговоры с неизвестными девушками посреди грязи». «Очень жаль. А я как раз подозреваю, что девушки посреди грязи смыслят в хозяйстве больше
чем многие господа на сухом месте». Тишина стала такой сладкой, что я чуть не улыбнулась. Молодой человек спешился, подошел ко мне. «Рихальд Ардаль», — сказал он, — «эта земля принадлежит моему дому». «Нина», — ответила я, — «а на этой земле стоят люди, которых выгоднее использовать, чем выгонять». «Это вы так решили». «Нет, это арифметика». Он прищурился. Кажется, впервые за день ему стало любопытно. Вот и славно. С любопытным наследником работать легче, чем с тупым. Хотя нервов он, по моим ощущениям, будет есть еще больше. Рихард мне не понравился сначала. Не потому, что был надменный. Надменных я в жизни видела десятками. Таких обычно чуть прижмешь, и они либо обижаются, либо начинают думать. С этим было хуже, он думал сразу. Просто считал, что остальные обязаны думать слабее. Мы стояли у края лагеря и смотрели друг на друга, как два человека, которым предстоит либо договориться, либо испортить друг другу месяц жизни. «Вы сказали арифметика. Так говорите». «Здесь не место», — вставил управляющий. «Господин Рихард не обязан выслушивать». «Девицу», — подсказала я. «Согласна, это унизительно. Но если девица права, унижение может оказаться полезным». Рихард едва заметно скривил рот. «Говорите». Я показала на лагерь. «Сколько вы получите, если выгоните их сейчас?» «Это не ваше дело». «Значит, немного». Управляющий покраснел, а я продолжила. «А сколько получите, если до холодов у вас будут люди, которые очистят дальний луг, починят старую изгородь, поставят временные загоны, подготовят шерсть к продаже и возьмут в аренду землю на условиях, что первый год платят частью работы и товара?» Варен медленно повернул голову ко мне. Вид у него был такой, будто он только сейчас начал понимать, в какую именно неприятность меня пустил. Рихард не перебивал, и это уже было в его пользу. «Они не способны платить аренду», — сказал он. «Способны, если платить не тем, чего у них нет, а тем, что у них есть. У них нет почти ничего. У них есть руки, немного скота. Женщины умеют прясть, сушить, шить, солить. Мужчины чинят, пасут, строят времянки. Дети тоже не бесполезны». Управляющий сказал с раздражением. «Это бродяги». «Нет», — ответила я, — «это люди, которых вытолкнули с земли. Бродяга приходит и уходит. Эти стоят лагерем и держатся вместе. Значит, хотят закрепиться». Рихард перевел взгляд на Варена. «Вы это обсуждали?» «Нет», — сказал Варен честно, — «она обсуждала. Сама с собой и с теми, кто попадался под руку». Я не удержалась и фыркнула. Рихард посмотрел на меня. На миг в его глазах мелькнуло что-то вроде насмешки. «Вы всегда так?» «Если ждать, пока мужчины все обсудят между собой, зима может прийти первой». Один из вооруженных людей вдруг хрюкнул от сдерживаемого смеха и немедленно сделал вид, что кашляет. Рихард резко повернулся к управляющему. «Сколько дядя хотел взять за эту землю, если передать ее Браску?» Управляющий напрягся. И вот тут мне стало интересно. «Господин, это не к месту». «Я спросил». Тот нехотя назвал сумму. Я в цифрах этого мира пока путалась, но даже так было видно, что она не такая уж сказочная. Рихард слушал, не моргая. «А сколько нужно вложить в расчистку, чтобы новый арендатор начал получать прибыль?» Управляющий замялся сильнее, а я внутри довольно прищурилась. Значит, вот оно. Хотят дать право на землю человеку, который еще и заставит платить за приведение ее в порядок. А варги и так уже здесь. Дешево, сердито, только люди не входят в расчет. «Понятно», — сказал Рихард. Он посмотрел на лагерь, потом снова на меня. «Если допустить, что вы не бредите, кто будет отвечать?» «За что?» «За выполнение». «Староста». Варен кашлянул. «Я этого не обещал». «Пока не обещали. Но если выбирать между работой и дорогой в осень, вы же не совсем дурак». «Ты, девка, совсем страх потеряла?» «Нет, просто время».
Рихард вдруг коротко усмехнулся. Совсем чуть-чуть. Но лицо у него от этого стало человеческим. «Я вернусь через 3 дня», — сказал он, — «с цифрами. Если к тому времени вы, Варен, будете готовы говорить как староста, а не как изгнанник. А если не будем? Тогда вы должны будете уйти до конца недели». После этого он развернулся и пошел к коню. А я сказала ему в спину: «И не забудьте посчитать, во сколько вам обойдется охрана пустой земли. Пустота ворует быстрее бедняков». Он остановился, не оборачиваясь. «Вы меня утомляете, Нина». «А вы меня пока нет. Это тревожит». Он все-таки обернулся. Взгляд был ледяной, но уголок рта опять дрогнул. А потом он уехал. И когда всадники вскрылись, Варен схватил меня за локоть и отвел в сторону. «Ты с ума сошла?» «Давно. Что именно вас смутило сейчас?» «Ты влезла между лагерем и домом Ордалей». «Нет, я влезла между лагерем и глупой сделкой». «Если мы не вытянем, нас погонят раньше». «А если вы и дальше будете сидеть с лицом обреченных, вас погонят в любом случае». «А если этот мальчишка решит, что проще удавить тебя, чем слушать?» «Тогда пусть сначала в очередь станет. Очень много желающих». Когда нужно поднять лагерь, начинай с женщин. Мужчины потом назовут это своей инициативой и будут даже сами в это верить. Но двинется все с тех, кто умеет кормить, хранить, штопать и помнить, где что лежит. В тот же вечер я собрала у большого котла Хельму, Раду, Ладу и еще 5 женщин, на которых держалась ежедневная жизнь. «Если мы хотим остаться, — сказала я, — нужно показать товар, порядок и людей, которые умеют держать слово». Рада скрестила руки. «Каких еще людей? Нас и так все знают». «Вот именно. Надо бы, чтобы от нас знали другое. А именно, что мы не шайка голодранцев, а полезный стан». «И как ты это сделаешь?» «Не я сделаю. Мы сделаем». Это, как ни странно, подействовало лучше, чем я снова бы стала орать. Людям надо иногда дать почувствовать, что дело принадлежит им, даже если придумал его ты. Мы разобрали, что у них есть. Шерсть сырая, немного молока, сушеные травы, кожа, руки. Самое ценное из перечисленного, как обычно, почти не ценили. Лада, тихо комкая край платка, вдруг сказала: «Я умею вести счет узелками». «Вот и будешь вести», — ответила я. Она подняла глаза испуганно. «Я? Ну да. У тебя память хорошая, руки аккуратные, а бояться можно, используй». Хельма хмыкнула, а Рада сказала: «А если мужчины не согласятся?» «Тогда сперва накормите их похуже», — честно ответила я. «А потом скажите, что так будет всегда, если они не начнут помогать». Все засмеялись, даже Лада. С этого все и пошло. Утром у нас уже было 2 отдельных стола. На одном сортировали шерсть, на другом сушили травы и нарезанное мясо. Лада отмечала запасы. Рада ругалась на подростков и, к моему тайному удовольствию, делала это отлично. Хельма следила, чтобы никто не утащил лучшее себе домой, прикрываясь детьми и слабым здоровьем. Через 3 дня лагерь уже выглядел иначе. Все еще бедный, грязный и временный, но уже не разваливающийся на куски. Люди меньше орали, дети реже болтались без дела. У котлов появился порядок. И главное, у всех возникло опасное ощущение, что если еще немного поднажать, жизнь может стать лучше. Такие надежды очень раздражают тех, кто привык жить согнувшись. Но я уже видела в глазах Варена и Хельмы то, чего раньше не было — осторожную веру. А на 4-й день вернулся Рихард. Рихард приехал без управляющего. Это я оценила сразу. Значит, либо не доверяет, либо хочет говорить сам. И то, и другое работало на нас. С ним было 2 всадников и кожаная папка. А вид у него был такой, будто он 3 ночи спал с цифрами вместо подушки и теперь сильно жалеет о знакомстве со мной. Я встретила его у самого края лагеря.
«Живы?» — сказал он вместо приветствия. «Стараемся. Назло обстоятельствам. И назло мне, как я погляжу. Вы пока не обстоятельства, а так, неприятный человек на лошади». Один из его спутников кашлянул. Рихард только посмотрел на меня устало. «Позовите Варена. Он уже идет. И у меня чувство, что вы не ради моего прекрасного общества прибыли. Ваше общество, Нина, слишком деятельно, и я начинаю подозревать в нем злой умысел. Это просто возраст». Он опять странно взглянул на меня, я заметила, но промолчал. Варен подошел, и мы втроем отошли к старому загону. Рихард раскрыл папку. «Если очищать северный участок силами наемников, мне нужно втрое больше, чем дядя рассчитывал выручить с быстрой передачи Браску. Если оставить все как есть, земля простаивает еще год. Если допустить ваш план...» «Ага», — сказала я. «Не перебивайте». «Не могу. Слишком приятно слышать, что я была права». Он стиснул зубы. Варен неосторожно кашлянул в сторону. «Если допустить ваш план», — продолжил Рихард, «то при условии строгого учета, фиксированного объема работы и поставок товара, стан может остаться на правах временных держателей. На год». Варен замер. «На год?» «Да, но без права свободного ухода в сезон работ, с повинностью по расчистке и с обязательством выставлять людей на ремонт дорог по вызову». «Тяжело», — сказал Варен. «Жизнь вообще не балует бедных», — заметила я. Рихард достал свернутый лист. «Есть еще одно условие. Мне нужен человек, который будет отвечать за внутренний порядок и учет. Иначе я не подпишу ничего». Варен посмотрел на меня с таким выражением, будто я лично привела в стан налоговое ведомство. «Вот только не надо», — сказала я. «Надо», — ответил он. Рихард ничего не сказал, только ждал. Я посмотрела на обоих. На одного взрослого, но привыкшего отступать, и на второго молодого, злого и слишком умного для счастья. И поняла, что попала. «Если я соглашусь, — сказала я, — то женщины запасы никто не трогает без общего решения». «Согласен», — сказал Варен сразу. Рихард кивнул. «И еще дети младше 12 не идут на тяжелые работы». «Если их не хватает на легкие, — заметил Ричард, — почему нет?» «Потому что если загонять детей как скот, из них вырастет плохая рабочая сила. А еще потому, что я так сказала». «Вы невыносимы». «А вы торгуетесь хуже, чем я ожидала». Варен вдруг рассмеялся. Глухо и неожиданно. После этого спорить стало легче. А к вечеру весь стан знал, что ордали оставляют нас на год. Не из милости, а из расчета. И, честно говоря, именно это людям понравилось сильнее. Милость унижает, а договор, даже тяжелый, делает тебя человеком. Ночью у костров было шумно. Кто-то радовался, кто-то боялся. Кто-то уже считал, как обмануть новые условия. А я ходила между очагами, как бессонная совесть, и всем напоминала, что теперь каждая глупость будет стоить нам не только куска хлеба, но и будущего. Поздно вечером, когда лагерь слегка угомонился, я нашла Рихарда одного у коновязи. Он поправлял подпругу и выглядел не как господин, а как уставший молодой мужчина, который слишком рано понял, что взрослые вокруг часто дураки. «Вы могли не соглашаться», — сказала я. «Мог. А почему согласились?» «Потому что вы были правы. И потому что дядя действительно пытался продать мне удобное решение вместо выгодного». «Вот и чудно». «Нет, проблем теперь больше». «Проблемы всегда больше, когда начинаешь думать». Он посмотрел на меня сверху вниз. «Скажите честно, сколько вам лет?» 19, видимо. А если без издевательств? Тогда я скажу, что женщину о таком не спрашивают. Вы не похожи на женщину, которую можно не спрашивать. А вы не похожи на мужчину, которого хочется посвящать в личное. Он вдруг улыбнулся. По-настоящему. И стал от этого моложе. Опасно, подумала я. Очень опасно. Потому что вредный наследник с лицом, который умеет улыбаться, это уже не просто неприятность. Это осложнение. Любой договор хорош ровно до первого испытания. Наше пришло через неделю. Сначала пропали 2 овцы,
Потом сгорел навес с просушенной шерстью. А на третий день из соседнего села приехали двое мужиков и заявили, что варги украли у них инструмент. А раз так, то весь стан воровской, и терпеть нас тут нельзя. Я посмотрела на них и сразу поняла, что инструмент они, может, и потеряли, но приехали не за этим. Рихарда в лагере не было, Варен мрачнел, мужики шумели, требуя осмотра повозок. Торн уже сжимал кулаки, Тиса шипела, как кошка. В общем, еще немного, и мы бы красиво сорвали все, что только начали строить. «Тихо!» — сказала я. Никто, конечно, сразу не замолчал. Тогда я взяла половник и ударила им по пустому котлу так, что у всех в ушах зазвенело. «Теперь тихо!» — повторила я. «Чей инструмент?» «Наш!» — рявкнул один мужик, рыжий и потный. «Какой именно?» Он запнулся. «Железный». «Блестяще! У вас все железное!» Люди вокруг засмеялись. «Топор, клещи и нож скобельный», — подсказал второй поумнее. «Когда пропали?» «Позавчера». «Кто видел кражу?» Молчание. «Кто видел варгов возле вашей телеги?» «А все знают». «Мне не интересно, что знают все. Мне интересно, что видел хоть один трезвый человек». В этот момент подъехал Рихард. Сошел с коня, посмотрел на толпу, на мужиков и, кажется, решил пока ничему не удивляться. «Что происходит?» «Люди хотят обыскать лагерь, потому что у них пропали вещи, а виноваты по старой доброй привычке те, кто беднее», — ответила я. Один из селян ткнул пальцем в стан. «Они воры!» Рихард повернулся к нему. «Доказательства? Это же варги! Это не доказательства!» Мужик открыл рот, но не нашел, что сказать. А я увидела, как у наших людей расправляются спины. Да, поддержка наследника – это еще несправедливость, но уже хорошая дубина против чужого самодовольства. «Обыщем выборочно», – предложил Варен, – «при всех, чтобы не было разговоров». «Нет», – сказала я. Все посмотрели на меня. «Если дать обыскивать лагерь без доказательств, дальше они будут приезжать за этим каждый раз, когда им захочется унизить бедных. Но мы можем доказать свою правоту иначе. Пусть они опишут инструмент. Пусть скажут, где его держали. Пусть покажут, кто знал место. А потом мы посмотрим, у кого после пожара вдруг появилось сухое железо и новая выгода». Рыжий покраснел. Я увидела это и поняла, что попала в точку. Через час выяснилось, что навес с шерстью загорелся не случайно. А один из тех самых селян как раз пару дней назад поссорился с нашим Торном из-за прохода скота. А инструмент нашелся у их двоюродного племянника, который хотел свалить все на варгов и списать долги перед кузнецом. История была мерзкая, но полезная. После того, как Рыжего под улюлюканье прогнали, Рихард сказал мне тихо: «Вы снова были правы». «Не радуйтесь, это входит в привычку». «Это именно и тревожит». «Меня тоже. Я начинаю думать о вас лучше, чем вы заслужили». «А вы меня видите хуже, чем я есть». «Это защищает мои нервы». Но вечером, когда я обходила сгоревший навес, он неожиданно пришел помочь. Без свиты, просто взялся за столбы, перенес связки, приказал подвести новую рогожу. Люди это видели. Варги уважают не слова, а работу. И я к своему неудовольствию тоже. Самые опасные беды в лагере не всегда большие. Тиса пропала вечером. Лада заметила это первой. «А она не была на обеде». «Может, ей каша не нравится?» — сказала я. «Нет, она и плащ свой не взяла». Вот тут мне стало как-то неприятно. Марк молча встал, и мы пошли ее искать. Нашли у овражка за лагерем. Она сидела на камне, обняв колени, а рядом на траве блестел нож. Не кухонный, хороший, мужской. Я подошла медленно. «Если собираешься кого-то резать, сначала поешь». «Уйди!» «Нет, я сказала, уйди!» Я прожила слишком долго, чтобы слушать соплячек с плохими планами. Марк остался чуть поодаль.
«Это его нож», — сказала она после паузы. «Чей?» «Моего отчима». «Он тебя бил?» Она молчала. «Поняла. Он хотел отдать меня за долги, старику, а я сбежала. А на тракте один из грабителей был из его людей. Я узнала его. Значит, он ищет меня». Ну вот и приехали. Я посмотрела на нож. «Где ты его взяла?» «У Марка». «Очень хорошо, если уж красть, то у своих, да?» «Если они придут, я лучше сама». «Нет». «Тебе легко говорить». «Нет, милая, мне как раз трудно, потому что я знаю цену поспешных решений». «Я не хочу обратно». «И не пойдешь». «Как ты вообще можешь обещать?» «Потому что ты теперь не одна. А еще потому, что я очень не люблю мужчин, которые решают долги девичьей шкурой». Марк тихо сказал за моей спиной: «Если придут, мы тебя не отдадим». «Почему?» «Потому что ты уже наша головная боль». Вот за это я его и уважала. Без лишней нежности, без сюсюканья, но по сути верно. Я забрала у Тисы нож и поднялась. «Завтра расскажешь все Варену. И Рихарду, если понадобится». «Я не хочу господину ничего говорить». «А я не хочу, чтобы тебя продавали, как козу на веревке. Иногда приходится выбирать между плохим и полезным». «Ты все время командуешь». «Да». «И тебя еще никто не посылал?» «Посылали. Просто я старая и плохо хожу по чужим направлениям». Она шмыгнула носом, потом вдруг уткнулась мне лбом в плечо и сразу отскочила, будто сама испугалась. Я ничего не сказала. Только пошла обратно к лагерю, ощущая теплую, знакомую тяжесть внутри. Вот так и появляются дети. Не по крови, а по беде. После истории с Тисой Рихарду пришлось узнать больше, чем я хотела. Он приехал на следующее утро, и Варен сразу рассказал про возможную погоню со стороны отчима. Надо было думать, как юридически прикрыть девчонку, если у нас вообще тут были законы, а не только мужские желания в сапогах. Рихард слушал внимательно, задавал правильные вопросы и уже собирался уезжать в город к писарю, когда заметил меня у воды. Подошел. «Вы побледнели». «Неужели? А я рассчитывала на цветущий вид. С вами что-то не так?» «Со мной вообще многое не так». «Нина, сколько вам лет?» «Опять». Я посмотрела на него и неожиданно устала. Не телом, как будто внутри. От необходимости все время помнить, что я выгляжу девчонкой. От того, что люди ждут смущения, кокетства, а я могу дать им только старую, усталую злость и опыт женщины, которая уже хоронила близких, мирила родню и считала копейки до пенсии. Простите, до смерти. Если я отвечу честно, вы подумаете, что я сумасшедшая. А если не ответите, я все равно так подумаю. Любезно. Мне было 75, сказала я. Что? Я умерла старой, а проснулась здесь. Можете на меня смотреть как хотите. Как на бред, как на болезнь, как на шутку природы. Он долго молчал. Потом сел на бревно напротив меня, как человек, который не хочет спугнуть чужую правду резким движением. Поэтому вы говорите так. Поэтому я все время хочу, чтобы все надели сухие носки и перестали валять дурака. И поэтому вы смотрите на меня так, будто мне лет 15. Иногда 12. Это невозможно. Согласна. Но спорить с фактом я уже устала. И вы ничего не помните о девушке, чье тело... Немного. Страх, чужой крик, чьи-то руки и все. Вы никому не говорили? Я не сумасшедшая. Это спорно. Вот теперь я узнаю прежнего вас. Он все-таки улыбнулся. А почему рассказали мне? Потому что если вы собираетесь строить здесь что-то долговременное, вам полезно знать, что я не собираюсь внезапно влюбиться в ленты, зеркала и романтическую чепуху. А если я не собираюсь строить ничего долговременного? Врете. Откуда вы знаете? Потому что вы уже считаете не до осени, а на годы вперед. И потому что вы слишком злитесь на тех, кто делает глупые краткие сделки. Такие люди редко живут одним днем. Вы чудовище, Нина. Нет, просто пенсионерка. Что? Забудьте.
Он покачал головой, будто окончательно признал, что рядом со мной лучше не пытаться понимать все сразу. Потом поднялся. «Тису я прикрою, но если ее отчим придет с бумагой, тогда мы найдем бумагу сильнее. Вы слишком уверены». «Я слишком старая, чтобы не использовать уверенность как оружие». Он еще миг смотрел на меня, и в этом взгляде было не раздражение и не любопытство, а жалость. Мне это не понравилось. «Только не вздумайте меня жалеть», — сказала я. «Почему?» «Потому что я не погибшая девочка и не несчастная тайна. Я очень живая женщина, которой просто не повезло с формой упаковки». И тут он сделал то, чего я от него совсем не ожидала. Поклонился. Не как мужчина женщине, и не как господин смешной девке, а как равный. Вот после этого мне стало по-настоящему опасно. Через 2 недели у нас появился первый настоящий доход. Ни богатство, ни чудо, просто деньги. Маленькие, звонкие и очень убедительные. Мы отправили на ярмарку Раду с 2 женщинами. Марка и еще одного паренька из молодых дали в дорогу. Они везли шерсть лучшей сортировки, сушеные травы, сыр, 3 связки добротных ремней и мешок сухарей по моему рецепту. Провожали их как военный поход. «Не соглашайтесь на первую же цену сразу», — наставляла я. «Если хвалят слишком горячо, значит, хотят сбить цену потом. А если ругают товар сразу, значит, он им нужен. А если просто пошлют?» — спросила Рада. «Пошлите в ответ мысленно, вслух не надо». Когда они уехали, лагерь будто затаил дыхание. Потому что одно дело верить в перемены у костра, а другое дело ждать, придут ли за твою работу настоящие монеты. На 3-й день они вернулись. Рада спрыгнула с повозки, красная, довольная. «Продали!» Варен вышел первым. Марк молча протянул ему кожаный кошелек. Староста открыл, пересчитал и уставился на меня так, будто это я лично родила серебро под телегой. «Ну, — сказала я же говорила, люди любят ныть, что бедность вечна, но очень оживляются, когда бедность начинает торговаться». Смех, который прокатился по стану, был уже не нервный, а живой. А вечером мы сели считать. Да, именно мы. Варен, я, Лада с узерками и неожиданно Рихард, который как раз приехал в лагерь к сумеркам и попал на праздник труда, бедности и бухгалтерии. Сидели в повозке при свече. На доске лежали монеты, узелки, записи писаря и наши жалкие, но уже настоящие перспективы. «Часть в соль, — сказала я, — часть в железо, часть в запас зерна. Ни в коем случае не проедать все, как герои». «Ну, люди хотят поесть хорошо хоть раз», — заметил Варен. «Пусть хотят. Но если сегодня съедим все, через месяц будем сосать воспоминания». Рихард тихо усмехнулся. «Вы выражаетесь так, что любая финансовая речь становится страшнее суда». «Так и есть. Бедность карает быстрее закона». Лада вдруг сказала: «Если купить ниток и красителя, мы можем делать лучше полотно». На ярмарке был темный краситель. Говорили, темное полотно более практичное. «Правильно, — сказала я, — вот и запишем». Рихард посмотрел на Ладу внимательно. «А кто ведет учет?» «Я», — прошептала она. «Хорошо получается». Ее глаза стали круглыми. Кажется, это был первый раз в жизни, когда мужчина из господского дома похвалил ее не за молчание. Потом все разошлись, и я задержалась убрать монеты. Рихард остался тоже. «Вы довольны, — сказал он. — Конечно, денежный звук лечит душу лучше половины проповедей». «А я думал, вам важнее люди». «Люди с деньгами реже болеют от безысходности». Он кивнул. «Я принес еще кое-что». Из папки он достал лист. «Черновик договора на год. Если осенью показатели сохранятся, можно будет говорить о 3-летнем сроке». Я медленно подняла глаза. 3 года? «Тихо. Пока это только мысли». «Это уже дом, Рихард». Он посмотрел на меня так,
будто и сам это понял только сейчас. Дом. Для людей без земли это слово весит больше золота. Как и следовало ожидать, наш успех кому-то очень сильно мешал. Чем лучше шли дела, тем чаще вокруг лагеря крутились чужие люди. Неоткровенные разбойники хуже. Любопытные соседи, слуги управляющего, мелкие арендаторы. Те самые селяне, которые раньше презирали варгов, а теперь вдруг обнаружили в нас неудобных конкурентов за работу и землю. Но самый скверный удар пришел из дома Ордалей. Дядя Рихарда приехал сам. Господин Эдмун Ордаль был из тех мужчин, которым очень идет дорогая одежда и совершенно не идет существование других людей. Весь гладкий, аккуратный, любезный, улыбается, как нож в бархате. Он осмотрел лагерь, будто выбирал, что дешевле снести, и подозвал племянника так, словно Рихарду все еще было 12. Я, разумеется, оказалась поблизости. «Ты увлекся этой затеей», — сказал Эдмунд тихо. «Она годится для юношеской приходи, а не для управления землей». «Это выгодно», — ответил Рихард. «Кому, тебе или этим людям? Если земля работает, это выгодно дому». «Дому выгодны и спокойные отношения с Браском». «Ага, вот оно. Значит, это не просто сделка. Дядя уже что-то пообещал или получил вперед». Эдмун заметил меня и изобразил вежливость. «А, это, вероятно, ваша советница». «Это Нина», — сказал Рихард. «Рада знакомству. Хотя нет, вру. Я осторожна». Эдмун улыбнулся. «Остроумно, но неуместно. Это мой давний талант. Мне говорили, вы здесь весьма влиятельны». В бедности влияние часто достается тому, кто умеет считать и не боится мыть котлы. Вмешательство женщин в земельные дела обычно плохо заканчивается. Не спорю, особенно когда мужчины до этого долго вели их сами. Рихард прикрыл глаза на миг. Очень коротко. Кажется, он молился, чтобы я хоть иногда затыкалась. Напрасно. После визита Эдмунда все стало тревожнее. На следующий день писарь из города задержал нужные бумаги. Потом внезапно пропали 2 мешка соли, уже оплаченные нами по договору. А вечером какой-то доброжелатель пустил слух, что Рихард связался со Станом не из выгоды, а из-за девки с подозрительно бойким языком. Последнее, конечно, было особенно обидно. Как будто мужчина не может принять разумное решение, пока в дело не вмешается юбка. Мужской мир удивительно любит списывать женский ум либо на колдовство, либо на постель. Других объяснений у него обычно нет. Рихард явился мрачный. «Вам лучше какое-то время держаться подальше от разговоров при людях». «То есть я должна спрятаться, потому что кому-то не нравится, что я думаю?» «Вы должны спрятаться, потому что дядя ищет, чем вас ударить». «Пусть ищет. У меня тоже есть руки». «Нина». «Что?» «Я серьезно». «А я, по-вашему, шучу?» Мы стояли так близко, что я видела усталость у него в глазах. Не возрастную, а ту, что приходит, когда на тебя давит родня, деньги, земля и ответственность. А ты еще не успел толком стать взрослым, а уже всем должен. И я неожиданно смягчилась. Совсем немного. «Ладно», — сказала я, — «при людях я не буду вас кусать. А без людей? Посмотрим, по обстоятельствам». «Вы невозможны. Зато я полезная. Это и держит». У меня внутри что-то сдвинулось, как полка, на которую слишком долго ставили тяжелое. Не вовремя. Совсем не вовремя. Отчим Тисы появился в самый скверный момент. С 3 мужиками и какой-то бумажкой от местного писаря, где было сказано, что девица Тиса обязана вернуться под опеку семьи до заключения брачного соглашения. Тиса побелела так, что я испугалась, как бы она не грохнулась. Варен позвал людей, и я послала за Рихардом. Отчим был низкий, широкий и вонял самодовольством. «Это моя падчерица», — сказал он громко. «Пусть идет». Тиса вцепилась в мой рукав. «Я никуда не пойду». «А тебя не спрашивают». Я вышла вперед. Вот теперь спрашивают.
А ты кто еще? Человек, которому надоело, что вы торгуете девками, как мешками с репой. Он ткнул бумажкой мне под нос. Здесь все написано. Чернила еще не делают подлость законной. Когда приехал Рихард, я уже была на грани того, чтобы вцепиться в этого красавца ногтями. А это не лучшая форма судебного процесса. Рихард взял бумагу, прочел, потом спросил спокойно. «Где подпись девушки?» «Какая подпись?» «Если речь о брачном соглашении, она должна подтвердить опеку и намерение семьи. Девки не подписывают. В моих землях, если дело может вызвать спор, подписывают. Свидетели. Где свидетели?» Тот замялся. А я поняла, что сейчас будет очень красиво. «Где отметка долга?» — продолжил Рихард. «Где оценка приданого? Где согласие старосты общины, в которой девица проживает теперь?» «Она моя!» «Нет», — сказала я, — «она не вещь. Она под моей рукой». «Это не одно и то же». Толпа уже откровенно роптала. Не только варги. Даже двое мужиков, пришедших с отчимом, выглядели неуверенно. Одно дело тащить девчонку из страха, а другое дело делать это при наследнике, который задает неудобные вопросы. Рихард сложил бумагу. «Она недействительна». «Как это?» «Так, если вы пытаетесь забрать девушку силой, я велю записать вас как нарушителя договора на землях дома Ордаль». Отчим побагровел. «Да кто ты такой, щенок?» А вот это он зря. Рихард даже не повысил голоса. «Человек, от решения которого зависит, сядешь ли ты завтра в долговую яму или еще побегаешь». После чего все и закончилось. Мужик выругался, еще покричал для приличия и, поняв, что сегодня добычи не будет, убрался восвояси. Тиса дрожала. Я обняла ее, а она вцепилась в меня так, будто тонула. Рихард подошел позже, когда люди разошлись. «Я добуду для нее бумагу о вольном проживании в стане. Не идеальную, но хватит». «Спасибо». «Вы плачете?» Я дотронулась до щеки. «Точно, влажно. Ну надо же, совсем распустилась». «Почему?» «Потому что терпеть не могу, когда детей сажают в клетку». «Нина». И в этом слове было столько бережности, что я испугалась сильнее, чем появление отчима, потому что жалость к себе я еще могла отбить, а вот уважение с нежностью в одном голосе — это уже опасный пожар. Осень пришла резко, ночью. До этого мы еще жили летним упрямством. Днем тепло, работы полно, руки заняты. Можно делать вид, что впереди много времени. А потом просыпаешься, а воздух уже другой, вода ледяная. И сразу понятно, что все, игры кончились. К счастью, мы были готовы лучше, чем могли. Навесы укреплены, запасы учтены, теплые вещи распределены. Даже дети уже знали, где можно играть, а где получишь по уху от Рады. Но погода любит проверять не только запасы, а и людей. Когда зарядили дожди, в лагере поползло раздражение. Мужчины стали мрачнее, дети капризнее. Торн снова начал тянуть на себя. Двое молодых сцепились из-за лошади, а одна старуха распустила слух, будто наши беды от того, что в стане завелась переломная девка, и с ней все пошло не по-старому. Я, разумеется, была польщена. А Хельма услышала и заявила: «Если бы не она, мы бы где-то уже мокли в дороге, так что пусть переламывает дальше». Но хуже всего было другое. Рихард приезжал реже. Дела дома, споры с дядей, бумаги, доходы, вызовы в город. Я говорила, что это прекрасно. Меньше риска привыкнуть. Но именно поэтому раздражалась еще сильнее. А однажды вечером он все-таки приехал, мокрый, злой и уставший. Я увидела его и сказала первое, что пришло в голову. «Вы решили умереть красиво? Или просто не умеете ждать хорошей погоды?» «У меня для вас новости». «Плохие?» «Разумеется». Браск подал жалобу в городской совет. Утверждает, что я использую спорную землю без утвержденного права. А вы?
А я использую лазейку в последнем договоре. Но если совет встанет на его сторону, лагерь придется выселять до зимы, чтобы не усугублять спор. Я почувствовала, как внутри все холодеет. Когда решение? Через 10 дней. Что можно сделать? Доказать, что земля уже приносит доход, и что выселение сорвет обязательства перед рынком и дорогой. Значит, нужны цифры, свидетели и товар. Да. Тогда не стойте. Садитесь. Будем готовить войну. Вы даже слово это произносите как название уборки. Война, милый, это и есть большая уборка. Только кровь потом труднее отмывать. Он сел, и мы склонились над записями. Просидели до ночи, споря, считая, вспоминая каждый тюк шерсти, каждый починенный участок дороги. Когда свеча догорела, он вдруг сказал: «Я бы без вас не справился». Справились бы. Дольше и злее, но справились. Нет, я бы продолжал думать как хозяин, а надо было научиться думать как человек, у которого здесь живут другие. Я подняла глаза. Вот из-за таких фраз женщины и совершают глупости. Ни за глаза, ни за плечи. За момент, когда мужчина вдруг вырастает у тебя на глазах. «Не смейте», — сказала я тихо. «Что?» «Становится лучше именно сейчас. Это очень не вовремя». «Поздно», — ответил он. В город мы поехали втроем. Я, Рихард и Лада с учетом. Варен сначала упирался, говорил, что бабе в городские споры лезть незачем. И я посмотрела на него так, как в прошлой жизни смотрела на людей, которые пытались чинить крышу газетой. Если мужчины до сих пор так прекрасно все решали сами, с чего мы вообще живем в лагере? Вот после этого спор как-то сдулся. Город мне не понравился сразу. Слишком много камня, слишком много глаз, слишком много людей, которые привыкли мерить чужую ценность по сапогам. Но рынок был хороший, живой, жадный. Таким я доверяла больше, чем благородным словам. Лада дрожала. Не от холода, а от того, что боялась ошибиться. «Дыши», — сказала ей, — «ты не овца на продажу. Ты человек, который знает цифры лучше половины этих господ». «А если я забуду?» «Тогда я ткну тебя локтем. Это очень оживляет память». Рихард шел рядом, мрачный и собранный. В городском плаще он снова выглядел наследником, а не просто молодым мужчиной, который мокнет под дождем у наших навесов. Но я уже знала, что это только верхний слой. Под ним у него давно завелась склонность думать о людях. Совет собирался в каменном доме с узкими окнами. Браск уже был там, полный, краснощекий, с лицом человека, который привык покупать удобный исход заранее. Рядом с ним сидел дядя Рихарда, господин Эдмон. Я бы, конечно, предпочла войти туда с вилами, но пришлось с Ладой и узелками. Нас сперва вообще не хотели пускать. «Заседание по земельному спору», — сказал страж у дверей. «Женщинам тут не место». «Тогда скажите господам внутри, что они будут обсуждать доходы без человека, который эти доходы считал», — ответила я. «А кто считал?» Лада подняла голову. «Я». Страж усмехнулся, но тут Рихард шагнул вперед и таким голосом назвал свое имя, что двери вдруг оказались вполне гостеприимны. Внутри все было ожидаемо. Длинный стол, серьезные лица, тяжелые перья, важность, натертая до блеска. Браск выступал первым. Говорил о нарушении границ, о сомнительном стане, о потерях будущей прибыли и о том, что дом Ордаль не вправе удерживать спорную землю без немедленного оформления аренды в надежные руки. Под надежными руками я поняла, что он имел в виду свои. Очень трогательно. Потом слово дали Рихарду. Он встал спокойно, разложил бумаги и начал говорить не как мальчик, оправдывающийся перед старшими, а как хозяин, который пришел защищать свой расчет. О работах на северном участке, о восстановленной изгороди, о ремонте дороги, о людях, которые не висят грузом, а уже приносят доход.
Эдмун пару раз пытался перебить. Рихард не повысил голоса, но каждый раз вежливо ставил его обратно на место. Я сидела тихо и испытывала чувство, очень похожее на гордость. Верное чувство, опасное. А потом один из советников спросил: «А кто подтверждает эти цифры?» И вот тут Лада едва не перестала дышать. Но она встала, тоненькая, простая, в скромном платье, и вдруг заговорила. Негромко, но так точно, что я сама заслушалась. Ни одной лишней фразы. Чистая, крепкая правда, поддержанная памятью и трудом. Когда она села, в зале было тихо. Браск попробовал усмехнуться. Забавно. Теперь уже лагерь бродяг ведет счет лучше землевладельцев. Возможно, сказала я, потому что бродяги знают цену каждой горсти муки. Все повернулись ко мне. Поздно, я уже влезла. «Вы хотите давить на жалость?» — спросил Эдмон. «Нет, я говорю о выгоде. Но иногда упрямство мешает увидеть то, что действительно приносит доход». Вот тут даже один из советников кашлянул в кулак, пряча смешок. Решение вынесли не сразу. Нас вывели в коридор подождать. Через полчаса нас вернули. Совет подтвердил право дома Ордаль удерживать участок за собой до конца года с возможностью продления временного соглашения, если текущая прибыль сохранится. Жалобу Браска отклонили. Я на миг закрыла глаза. Это еще не победа навсегда, но уже не пропасть. После города стало ясно. Лагерь уже не временная пыль под сапогами. Мы мешали слишком многим, а когда бедные перестают быть удобными, их начинают ломать серьезно. Удар пришел оттуда, откуда я почти ждала, но все равно не успела подготовиться. Торн. Тот самый, что однажды стянул мясо из общих запасов. Он влез в долги, связался с людьми Браска и решил, что проще продать сведения о стане, чем работать как все. Мы поздно об этом узнали. Сначала ночью кто-то распустил лошадей. Потом пропал мешок хорошей шерсти. А потом Марка встретили у оврага трое чужих с ножами. Он вернулся, но с кровью на рукаве и таким лицом, что у меня внутри все оборвалось. «Садись», — сказала я, когда он попытался отмахнуться. «Да пустяки! Я тебе сейчас покажу пустяки». Рану пришлось зашивать Хельме. А я держала свет и шипела на Марка так, что он морщился не только от боли, сколько от моей злости. Торна взяли к утру. Он пытался удрать, но Тиса заметила его первая. Его привели к Варену. Весь лагерь собрался вокруг. Торн молчал до последнего, потом все-таки сознался. Ему пообещали деньги и место у Браска после выселения. И, наверное, выпивку. Мужские трагедии часто пахнут очень мелко. Я смотрела на него и не чувствовала ярости, только усталость. «Из-за тебя чуть не убили человека», — сказала я. «А что мне оставалось? У вас тут все общее стало, подсчет, жить стало, как под ярмом». «Нет», — ответила я, — «жить стало так, что за свою мерзость приходится отвечать». Рихард приехал к середине разбирательства. Выслушал, побелел и велел записать показания при свидетелях, чтобы был след, чтобы Браск не отмылся так легко. Когда толпа разошлась, он остался со мной. Я должен был это предвидеть. Нет, можно предвидеть чужую подлость, но нельзя заранее знать, у кого именно кишка слабая. Мой дядя поддержит Браска, если это всплывет. Значит, пусть всплывет поглубже. Вы серьезно? Я всегда серьезно, когда у моих людей пускают кровь. Ваших? Да. Я тоже. Что вы? Ваш человек. Не говорите так, сказала я. Почему? Потому что я могу поверить. А если это правда? Я закрыла глаза. Рихард, сказала я, мне было 75. А мне все равно. А мне нет. Почему? Потому что я знаю, как кончаются жизни. И потому что я не хочу быть для вас
прихотью, красивой невозможностью, которую вы полюбили из-за ее трудностей. Я устала быть нужной всем. А еще я сильно устала от того, что меня редко выбирали просто так, ни за пользу, ни за терпение, просто меня. «А я выбираю», — сказал он и взял мою руку. И в этом было столько спокойной правды, что я чуть не заплакала. От злости на судьбу, на себя, на молодое сердце, которое опять встряло, куда его не просили. После предательства Торна все пошло быстрее. Рихард поднял старые записи по доходам дома и нашел то, что искал. Несколько прежних решений Эдмунда были убыточны, а сделка с Браском вообще начинала пахнуть не просто жадностью, а попыткой вывести деньги в обход части наследства. Если говорить проще, дядя хотел устроиться удобно и красиво за счет племянника, земли и всех нас. Вот только теперь у нас были цифры, свидетели и люди, готовые говорить. Варен поехал в город как официальный староста временного стана. Лада везла учет. Марк вез показания про нападение. Тиса ехала тоже, с заявлением против отчима и свидетельством о жизни в лагере. Эдмунд попробовал еще раз задавить все семейным правом и презрением к лагерным, но когда всплыло имя Браска рядом с долгами, пропавшей солью и нападением на человека, даже советники зашевелились. А уж когда Рихард публично отказался утверждать старую передачу земли и потребовал полного пересмотра наследного управления спорными участками, дело стало совсем красивым. Я на заседании уже почти не говорила, просто смотрела на Варена, который впервые держался как глава, на Ладу, тихую, точную, безошибочно вытаскивающую нужные записи, на Марка, который повторил все о ночном нападении, даже не моргнув, и на Тису с подбородком, поднятым выше страха, и на Рихарда, который, кажется, окончательно вырос из мальчиков. Итог был прост. Дом Ордаль сохранял участок за собой, лагерю подтверждали 3-летнее право на проживание и работу с переходом в арендное поселение при сохранении обязательств. Браска лишали притязаний, Эдмунда отстраняли от управления до внутренней проверки. Когда писарь зачитывал решение, я почувствовала странную пустоту. Вот оно, то, ради чего мы жили последние месяцы. Ругались, мерзли, считали, торговались и не спали. Право остаться. Ни милость, ни подачка, бумага. Смешно. Человек может пройти полжизни и так и не понять, что самый дорогой предмет на свете иногда обычный лист с печатью, на котором написано, что тебя не имеют права вышвырнуть на холод. На обратном пути никто почти не говорил. Слишком устали. Только Тиса вдруг спросила. «Все? Теперь мы дома?» «Да, милая, у нас есть право строить дом. И это уже почти чудо». Первый настоящий дом начали ставить еще до заморозков. Не повозку укреплять, не времянку латать, а дом. Невысокий, крепкий, с толстыми стенами, общим очагом и кладовой. Для вдов, детей и стариков на первую зиму. Чтобы никто больше не говорил, будто варги здесь только пережидают. Я стояла и смотрела, как поднимают балки. Марк ругался на кривые руки молодых. Рада командовала бабами с такой силой, что мужчины делали вид, будто сами так и хотели. Варен подошел ко мне молча. «Ну, — сказала я, — что?» «Люди болтают. Это их природное состояние. Говорят, стан надо переименовать». «Вот еще. В Ниную каторгу». Я расхохоталась. «Справедливо. А еще говорят, что без тебя мы бы давно подохли на дороге». «Неправда, — сказала я. Без меня вы бы жили хуже, грязнее и глупее, но не подохли бы, просто дольше бы шли к уму». «Да, скромности у тебя нет. Уже поздно заводить». Вечером, когда работы стихли, Рихард нашел меня у нового заграждения.
Из лагеря тянуло хлебом и дымом, лучшим запахом на свете. «Они счастливы», — сказал он. «Они устали. Это еще надежнее. Я скоро официально войду в управление домом. Придется много ездить». «Ну и ездите. Колеса для того и придуманы». «Нина». «Что?» «Поедем со мной». «Куда?» «Вместе. Я не собираюсь забирать вас от этих людей, но я хочу, чтобы вы были рядом. В доме, в делах, в моей жизни. Как захотите. Без имени, если боитесь имени. Без спешки, если боитесь спешки, но рядом». Я молчала. Очень долго. Потому что в 75 лет, когда жизнь уже прожита, мечты становятся тихими. А потом ты просыпаешься в 19 и думаешь, что уж теперь точно не дашь себе делать глупости. Будешь разумный, спокойный. Только польза, только контроль. А потом какой-то вредный наследник смотрит на тебя так, будто ты не должность и не странность, а женщина. Любимая, выбранная. «У меня скверный характер», — сказала я. «Я в курсе». «Я люблю командовать». «Замечал». «Я старше вас на полвека с лишним, просто это плохо видно». «Мне нравится воображать, что спорить с вами я буду до седины». «Вы такой самонадеянный?» «Есть немного». Я вздохнула, потом взяла его под руку. «Ладно», — сказала я. «Но предупреждаю сразу, я не умею быть нежной дурой». «Слава богу!» «И если вы начнете важничать, я вас испорчу обратно». «Этого я и хочу». Вот тут я уже не выдержала и рассмеялась. А потом мы пошли обратно к огням. Там, где недавно был лагерь людей без земли, теперь рождалось поселение. Шумное, бедное, упрямое, живое. Дети бегали между столбами будущих домов, женщины делили тесто, мужчины спорили о крыше. То есть жизнь шла как положено. «Семья», — подумала я. Не та, что дается кровью, а та, что выбирает тебя в ответ. И если бы мне раньше сказали, что вторую молодость я проведу среди варгов, с посохом в руке, учетом в голове и вредным наследником в сердце, я бы, наверное, покрутила пальцем у виска. Но, как показала практика, судьба вообще любит странный юмор. Главное, что на этот раз я не просто строила дом для других. На этот раз дом строили и для меня тоже. Конец. Автор книги Тиса и Серж Луис. Друзья, спасибо, что были с нами до конца этой истории. Если вам понравилась аудиокнига, поддержите ее лайком и комментарием. Для нас это действительно важно. Подпишитесь на наш канал. Впереди вас ждут новые миры, магия, любовь и истории, в которые хочется возвращаться снова и снова. До скорой встречи!